Всем привет, вы на канале Teammate, это Тома. И Маша. Мы продолжаем смотреть противостояние Stray Kids против ATEEZ, и у нас сегодня супер пара, просто какая-то ультра-атака в виде Феликса и Сана. Меня ничего не интересует, давайте просто смотреть. А я бы хотела сказать, немножко о том, что когда мы говорим, что мы ничего не понимаем, мы имеем в виду, что мы не совсем ничего не понимаем. Мы не понимаем лишь чуть-чуть. Типа мы концепцию поняли. И мы плюс-минус понимаем приколы участников. Просто в целом... Не знаю, как объяснить. Не понимаешь, наверное. Ну, да, я кое-что не понимаю. Ну, как будто бы это не... Я не вижу смысла вот в том, что происходит с точки зрения, что кто-то что-то у кого украл. Вот. И все равно для меня это непонятная именно вот... Концепция. Да нет, даже концепцию я понимаю, я не понимаю вот какие-то конкретные вещи, которые берет Коала. Родинка. Какие-то вещи, которые берет Коала, типа вот кто что у кого украл, я вот конкретную вещь не понимаю, что это взято, что я, короче, не вижу в этом воровства. Вот. Наверное, вот так. Ну да, мы каждый раз думаем про то, что сейчас... во-первых, мы удивлены сочетаниями. Да. Типа, что нас сейчас ждет? Что же такого Сан украл у Феликса? Вопросики. Наоборот. Ну да. Сан у Феликса, да. Вопросики прям. То есть... Видео? Не знаю, может быть, в этом прикол. Ну вот это каждый раз вот в этом, типа, большой вопрос. Ты такой задаешься одним вопросом, в итоге все это приходит к чему-то другому, и ты такой, я не понял, почему так? Значит, для меня лично, я смотрела, какие пары, но я забыла уже, и это очень сильно приятно, что сегодня мы будем смотреть именно на этих двоих, а именно на этого одного. Ну, я солнышко тоже люблю. Да, Феликс. Мы солнышко, мы все Феликс. Давайте не... мы не забываем об этом, да. Хочу себе сына такого, как Феликс. Я реально каждый раз на него смотрю. Он чем-то мне напоминает моего брата. Брат у меня старший, но вот вайб от него, когда мой брат вот был в его возрасте. Не знаю, как это... Не была знакома. Как это описать, но вот вайбец похожий от него. Все равно Женю как бы видят все, по-другому, и уже взрослым человеком, а я с ним росла. И вот какое-то вот братское, какое-то что-то вот к нему, к Феликсу у меня и есть, типа как родне какой-то. Если вдруг вы не поняли, напишите, мы попробуем еще раз объяснить. Ну, пожалуйста, можно мы уже будем смотреть? Да! Спасибо. Life is so good, уважаемые кей-попесы. Ну что вы там скучаете? Надоело уже на корейцев пялиться, как я вас понимаю. Ведь мне тоже приходится этим заниматься. И удовольствие это, мягко говоря, сомнительное. Ведь кого не возьми в этом вашем кей-попе, все те еще змеи подколодные. Просто ты этого, как всегда, не видишь. А видеть не надо, надо слушать. Ведь когда ты смотрела на своих атизов, я-то говорил про Stray Kids. Их же так легко спутать. Ну ничего, я помогу тебе разобраться, в чем дело. А если хочешь понять, что тут вообще происходит, посмотри предыдущее видео, чей пояс чернее, что у Сана под одеялом и что украли у Феликса, узнаете только в этом видео Stray Kids против ATEEZ. Здесь и сейчас. Поехали. Так, давайте подведем промежуточные итоги. Вы отчаянно болели за своих бьесов, и это, конечно же, повлияет на мое решение. Как мы помним, я не особо котирую чесоточных клещей, поэтому Чанбин уверенно забрал победу у Уйона, а Йену не удалось выстоять против навыков обольщения Йосана. И таким образом мы сравнялись. Так как ваши комментарии настоялись и уже даже немножко забродили, пора принять решение по двум парам. Сын Мин и Юнхо, тут да
дамы и господа, я не ожидал настолько неспортивного поведения от Синмина. Поясню, тут давеча у Stray Kids был камбэк, они выложили клип к заглавной композиции, и Синмин там настолько красивый, что даже такой осел, как я, сыт кипятком при виде этого красавца. Это что такое? Либо нам всем срочно нужно к окулисту, либо Синмин получает дисквалификацию. Я тебя с Юнхо ставил в супер стрёмном весе, а ты там с параметрами намухлевал. Все, Синмин, техническое поражение тебе. Да, в смысле, Сунмин правда красивый. Да, я тоже. Ну, вот в этой, я не знаю, новой эре. Ну, в смысле, когда его коротко подстригли, мы такие, возмужал, красиво. Ну и в целом он повзрослел, у него вытянулось немножко лицо, и все вот эти вот последние выходы для этих украшений и прочего, куда его приглашали, он такой весь, ну, типа, элегантный, взрослый уже молодой человек, как бы. Юнхо с победой. Перейдем к нашим волшебным щечкам. Там у нас какой-то... Почему сам тут грустный? Сон и непревзойденный, элегантный обладатель лучшей родословной в кей-попе Чонхошечка. И так как у меня язык не поворачивается назвать его обладателем самых милых щечек, пока Хан на меня так смотрит, я вынужден отдать победу Джисону, а также теперь вынужден терпеть неловкое молчание на семейных застольях, когда все родственники съезжаются. Не стыдно вам? Зато вы все видите, что голоса справедливы и неподкупны. Но подкупить, кстати, можете. Так как поганая 2-2 никого не устраивает, пришла пора перейти к мастодонтам обольщения. Феликс против Сана. Обладатели самых визжащих кей-поп-эс. Сверхпопулярные мемберы в группе. Я разве везу? Да. Ты вначале не... Ну... А, да? И на первый взгляд вам, дилетантам, кажется, что они совсем не похожи. А может, приглядимся получше? Ну, самое очевидное, это, конечно, батуты. Я понимаю, что пацаны уже не молодые и коленочки подводят, но речь-то не об анчане. Но у нас тут серьезная аналитика, а поэтому взглянем на Сана. А как мы на него взглянем через блюр, если он все время голенький бегает? О, да, Бабуиныч славится наибольшим стриптизерским рвением, а поэтому представляет особую ценность у отизнутых. Ходят слухи, что на каждое 1000-е полуголое появление Сана Чонхо надевает шортики, чтобы не отрываться от коллектива. Поэтому Сан, он не для себя, он для вас старается. А Феликс не такой, что ли? Ему только повод дай. Сначала пресс покажет, потом жилетки попляшет, потом просто переоденется. Он вообще последнее время на сцене в душ сходить пытается. Так что оба еще как похожи, но бал забирает Сан. Тут уж мы на его территории. Да не ной, ты сейчас отыграемся. Давайте я вас сразу в спарринг. А я так старался! Мне тогда, ну, нравятся эти моментики. Есть на диске концерт, Да. как раз на котором он сорвался. Да. Он в целом, он там Пуська. сходил в душ на сцене, потому что он столько плакал. Да. Лапуськин. Ну-ка, допустим, хорошо, интересно, что же будет дальше? Поставлю, ведь перед нами не только два намакияженных пацаненка пи***ной наружности, но еще и обладатели черного пояса по тайквандо. Что один, что второй. Там у вас эти пояса за даром, что ли, раздают? У Минхо хотя бы заберите, эта коряга уже сыпется, когда из класс исполняет. Ой, это с нашего концерта же, Да, мы были именно на этом концерте, если где что. он разъехался в шпагат. У Феликса мы как-то уже обсуждали. Ну что сказать, были очень понтуется счастливы, на все что это 63 случилось. медали. А как там Сан, не отстает? Я восторжена. Да, ну что ж, бойцы в форме, кто круче, а я вам отвечу. Бой с тенью это, конечно, здорово, но бей своих, чтоб чужие боялись, и Феликс в этом преуспел. Вы только взгляните, как он Хана загасил на Кингдоме.
А для чего двойной агент Stray Kid, которого давненько уже атизы пригрели, а я вас предупреждал, что он шпион. Еще бы, когда твоя команда на Кингдоме обращается с тобой как с половой тряпкой, да предательство рукой подать. Огромное количество камер видеонаблюдения зафиксировали контакты Феликса с атизами, а вы мне еще не верили. Попытавшись испортить первое выступление Stray Kids на Кингдоме, Феликс начал готовиться к последующим. И что же он учудил? Да тихо ты чего разбушевался? Тройной агент втерся в доверие к атизам, а в самый уязвимый момент набросился чуть ли не душить своим черным поясом. Наша школа — это уже не тэквондо, это сунь-цзы искусство войны. Мало ногами махать, сан, надо мыслить стратегически. Феликс беспощадно вырывает бал, аки восковая депиляция, волосы на груди сана. 1-1. Но все же Делулу девочки не сильно мечтают о кровопролитии. Им подавай Делулу свиданочки и Делулу сожительства. А так как оба варианта это беспросветный кринж, то мы легко можем выяснить, кого выберет визжащая кейпопесса. Итак, оба не умеют есть десерты. Вот ты скажешь это мило, а тебе потом... А я как это должна рассказывать? Я обожаю все эти видео, где он не может распаковать тортик. Распаковать тортик! Просто, ну, вот это! Бабочку себе кремом на щеке нарисовал, расстроился, потому что тортик не получилось открыть. Знаете, да, вот эту вот пленочку вокруг тортика? Ну, человек, ну, сломался практически. Я думала, я через экран, пока смотрю на это, умру. Она мне жаловалась. Да. Я жаловалась. Ну, зато черный пояс по тэквондо. Том всю жизнь это хрючево за ним подтирать, этот рукава засучить не может заранее, этот всю свою бижутерию напялил, чтоб посуду помыть. Ну и давайте, битва кринжа, я выдержу. Давай. Очень кринжово. О боже, пожалуйста, хватит. Да за что? Хорошо, что я не видела этот клип. Посмотри на это. Я видела этот клип вообще, ну, да ну нога же! Да не встает в такой угол. Это же шутки. Ну, ну смешно же. Неожиданно. Я начинаю понимать твои обиды по поводу Банчана. Угу. Ладно, и что? Так, друзья, счет минус бесконечность, минус бесконечность. Мой счетчик Гейгера не выдержал такого уровня радиоактивных выбросов, поэтому боюсь, что все, что было сказано до этого, уже не имеет никакого значения. Двойной удар был не выдержан, жизнь тлен. Тогда остается ориентироваться лишь на единственно верный тезис. Атизы что-то достырили у Stray Kids. И что мы имеем? Вот вы говорите, что эти двое не похожи, ну как же, оба ранимые, нежные мальчики, может и обидеться, может и расстроиться, может тихонечко в уголочке посидеть. Обоим тяжело было в начале, кто-то танцевал хреново, кто-то по-корейски даже не говорил. И как такое нежное создание может быть такой мужицкой машиной с голосом принцесски? Да-да-да, уже догадываетесь. Стырив у Феликса мужественность, этот балбес забыл слямзить и мужественный голос, поэтому это единственная улика, указывающая нам на то, что Феликс вынужденно находится в таком девчачьем облике. И изначально мужицкая внешность принадлежала ему. Как мне нравится эта съемка, я не могу, какой он красивый. А я еще, вот я сейчас вспомнила, что они оба похожи на персонажей манхвы и манг. Только один, ну, понятное дело, фея, ну, типа, вот этот вот, и звездочки вокруг него, а второй, ну, типа, МГГ. Как там было? Холодный граф? Ледяной граф. Ледяной князь. Князь, да? Да.
Я мысленно точу свое оружие, если что. Про мангу, про которую я тебе говорила, там перс, ну, Вот, типа я вот такой. поняла, да, что примерно вот такое. А мы все Хюнджин. Не-не-не, вот. Феликс. Сан, дневной дозор, что ли, не смотрел, пальчиками надо было пару раз щелкнуть, эх ты. В общем, имеем мы следующее: рьяный боец с девчачьей внешностью и маленькая принцесска в теле тестостеронового самца. Так как всем давно известно, что кей-поп это жанр для настоящих мужчин, то и финальный голос надо отдать мужику, стопроцентному. Только я запутался, кто из них в итоге настоящий мужчина-то? Помогите мне все-таки сориентироваться в комментариях. Хе-хе, вот теперь посмотрим, как вы там перегрызете друг друга. Пинки, наши провокации выходят на новый уровень. Вы подождите, сейчас еще все клипы к сольникам выйдут. Мы в нашем телеграм-канале еще за самый отстойный голосовать будем. Возможно, даже Аена из группы придется выгнать. Так что подписывайся, ставь лайк и не ссы, моя хорошая. Новый год уже близко. Все, до скорого. У нас лето на дворе. А что у нас в итоге нет победителя, да? Ну, да. То есть я претензию выкатить как будто бы и не могу, получается. Ну ладно, зачехляю обратно все свои ножи. По поводу мужественности, мне кажется, что и один, что другой мужественный, ну, для меня. Просто каждый Согласна. по-своему. Ну, как разные типы мужественности, Ну наверное. Да. Я недавно задумывалась, что мне чаще всего комфортнее общаться не в плане романтическом, а в целом, вот даже просто комфортнее общаться с людьми, которые вот такие большие дядьки, кажутся, что они злые. Ну, ты Да. вот типа Саши, Димы. Мгм. Кажется, что они злые, такие брутальные все, а на самом деле внутри такие лопатучки все. Просто не могу, обожаю. Вот такие. То есть очень добрые, очень милые, вот это вот все. И вот, ну, Сан, да. Ни за что не променяю ни на кого. Никто и не просит. Да не, мы там что-то на Дина посматривали. Ну, это так. Это, ну, нам сказали выбрать Бейонсе, я выбрала. Хотя, наверное, Надо просто еще хотя, наверное... присмотреться. Там их 13, можно 3. Там как Биас, Рейкер, еще кто-то. Да, что-нибудь такое сделать. Ладно, про это противостояние мы будем что-нибудь еще говорить? В общем, Феликс, солнышко, Сан, котеночек, у меня... Люблю Да, обоих, да. отстаньте. И я считаю абсолютно справедливым ничью. Да, в целом. Я даже не подумала, я забыла, что они оба у нас борцы. Да, кстати. И это еще одна черта, которая привлекает меня. А я уже будто бы подпривыкла к этому противостоянию и такая, хорошо. Пусть так. Хорошо, как скажешь. Короче, подписывайтесь на Коалу и на наш канал тоже. Лайки по желанию, комментарии тоже по желанию, но было бы здорово. Оставайтесь с нами. И увидимся в следующих видео. Пока!